Здравствуйте, друзья! Продолжаем разбираться с различными гаджетами для умного дома Xiaomi. И сегодня у нас на обзоре видеокамера, вернее IP-камера Midja 1080p, которая может работать в системе умного дома. Итак, посмотрим. Коробка белого цвета, она запакована, я еще ее не открывал. Здесь изображена камера, так как она выглядит. Сбоку у нас различные значки HD, угол 130 градусов, работает при солнечном освещении 20 fps, при ночном 15 fps. VDR это расширенный динамический диапазон. Сзади у нас, давайте посмотрим, что здесь написано. Поближе я попробую вот так вот приблизить. Так, здесь у нас что написано? Ее код модели 5 вольт 2 ампера это питание. При этом 5 ватт максимум, хотя 5 вольт 2 ампера это 10 ватт. Ну ладно, 5 ватт максимум, остальное по-китайски. Здесь у нас что написано? Нарисованы опять же значки. Вот так будет лучше видно. Wi-Fi 5,2,4 ГГц, двухдиапазонный, Bluetooth здесь есть. Глаз это, видимо, инфракрасная подсветка и сохранение данных на облако. Здесь у нас логотип Midja. Вот значки с этой стороны. Ну что ж, первичный осмотр проведен. Давайте приступим к вскрытию и посмотрим, что же нас ждет в этой интересной коробке. Так, на ваших глазах вскрываю. Эта коробка еще не вскрывалась, так что это будет сюрприз для нас всех. Теперь как-то его вытащить. Туго довольно все сидит. Вот так выглядит содержимое нашей коробки. Видите? У нас изображена уменьшенная копия камеры. В масштабе она получается больше. Так, давайте откроем. Здесь у нас такой вот, ну, как я уже неоднократно говорил, не устану повторять, Xiaomi очень хорошо относится к упаковке. Упаковано все, ну, на совесть однозначно. То есть здесь респект и уважуха. Вот. И вот, собственно, сама камера. Вот у нее здесь есть нога. Сейчас проверим, она магнитная или нет. Здесь сама камера, она, по идее, должна сниматься. Сейчас я попробую. Вот так. Прокручиваем и снимаем. То есть это вот сам модуль камеры отдельно идет. Ножка отдельно крепление. Камера похожа на такой вот большой глазок. С одной стороны у нее вот здесь разъем. Так, чтобы было видно, разъем для microSD карты. Здесь у нас microUSB разъем для питания. И вот эта точка, видимо, микрофон. Вот сзади вот это у нас все большой, по всей видимости, динамик. Здесь объектив. И вокруг объектива светодиоды подсветки. Нога. Она сама по себе нога, ее можно использовать, можно не использовать. Здесь такой вот захват получается, вроде как. Так, я сниму уже, это не надо. Ну, вот так вот камера, собственно говоря, выглядит. Небольшой тест на холодильнике. Сама чувствуется, что притягивается, но не хватает. И вот, видимо, магнит динамика. Короче, как в кубиках, здесь магнита нету, к холодильнику просто так ее не приставишь. Давайте все немножко померяем. Значит, глаз у нас этот вот больший диаметр 50. Так, чтобы было видно. Вот. 56 миллиметров. Ну, маленький не буду мерить. Толщина всего этого глаза. Ой, простите. Вот так, если представить. Видно, вот 23 миллиметра. Так, основание ноги. Вот. Если не видно, ну, будем считать, что 80 миллиметров. 8 сантиметров. И вот это вот сам этот держатель, шняга это, ну, примерно
можно сказать, 10 сантиметров. Так, можно для разнообразия взвесить камеру. Сама камера у нас весит 47 грамм. Если ее вставить, сейчас я ее вставлю сюда, вот так в полном комплекте, то она, вот так, чтобы было видно лучше, общий ее вес 130 грамм совсем вместе. Так, дальше. Что у нас здесь еще есть в коробке? Это же не все. У нас в коробке есть блок питания, причем он не состоит из двух частей, кабеля и блока питания, как это обычно происходит. А здесь вот он такой вот цельный. И здесь у нас имеются какие-то показания. Перепроверять я их не буду. Xiaomi в принципе никогда не врет. Это уже точно. Значит, что у нас есть? 100-240 вольт 50-60 Гц, максимум 0,35 ампера. И выход 5 вольт, максимум 2 ампера. То есть это 10-ваттный блок питания. Ну, я думаю, что этой камере 10 ватт не надо. Хотя, в принципе, можно замерить энергопотребление самой камеры. Сейчас я это и проделаю. Итак, первое включение камеры. Ну, ток тут совсем никакой. Всего лишь 0,3 ампера. Но я думаю, что если ее сейчас подключить к системе Mi Home, он может увеличиться. Здрасте. Я тоже тебя рад видеть. Сейчас тогда мы займемся подключением камеры к системе Mi Home и потом проверим еще раз ее энергопотребление, уже подключенную в систему. Итак, наш любимый Mi Home. И тут же нам выскакивает Attention, одна камера найдена. Нажмите на Connect. Нажимаем. Да, я слышу голосовую. Ищем сеть Wi-Fi, причем здесь оно говорит, что поддерживает 5 ГГц. Вот, и нам показала штрих этот QR-код, который я сейчас покажу камере. Эта камера сказала, типа по-китайски сканировано успешно. И у нее теперь светодиодик на морде не желтым, а голубеньким моргает. Так, ну этот я момент пропущу, не будем долго ждать, пока подключится, и продолжу видео после подключения. Довольно быстро все подключилось, присоединились, выбираем комнату, и вот появилась еще одна камера. Здесь вы можете увидеть, что у меня уже одна такая камера есть. Я специально некоторое время использовал эту камеру такую для того, чтобы с ней разобраться. И вот на примере второй камеры, которая ко мне приехала, расскажу вам все сначала. И заходим в нашу камеру. Вот сейчас камера видит направленный на нее фотоаппарат. Ага, она камера поставлена у меня здесь получается немножко боком. Сейчас я ее разверну, чтобы было нормально видно. Вот, здесь нам рассказывает, что здесь можно делать. Нажимая, тапая на эти надписи, они исчезают. Вот, можем увеличивать. Можем на весь экран развернуть. Ну, сейчас пройдемся по меню. Сейчас я ее переверну нормально и пройдемся по всем пунктам меню. Я вам расскажу, что она умеет и что можно с ней делать. Вот, камера у нас подключена уже к Wi-Fi. Она сейчас на данный момент, вот как вы видите, обновляет свою прошивочку. И посмотрим ток. Все равно ток на уровне 0,4 ампера. То есть, в принципе, ее емкого пауэрбанка можно достаточно долго запитывать, и она может, в принципе, работать долго в автономном режиме. Итак, пройдемся по меню. Здесь у нас в верхнем правом углу написано текущая скорость передачи данных. Здесь режим показывает, в каком качестве передавать видео, например, HD. Здесь у нас звук включить-выключить.
Эта опция у нас позволяет проигрывать видео в окне. Сейчас должно загрузиться. Не хочет, к сожалению. Ну, иногда бывают такие вот глюки. Проигрывается в окне поверх всех окон. Эта опция у нас включает на весь экран изображение. И, соответственно, забирает его со всего экрана. Внизу скриншот, видеоролик. Нажать, чтобы говорить, камера обеспечивает двухстороннюю связь. И на следующей вкладке настройки Detection Records. Ну, вернее, не настройки, а список записей по детекции движения. Вот, давайте идем дальше в меню и пойдем дальше по меню. Значит, основные настройки. Название камеры, Security Settings. Здесь можно пароль задать на просмотр этой камеры. Share Device, можно его дать доступ, соответственно, другому Mi аккаунту. Группа, это в какой комнате она находится. Проверка обновлений, удалить устройство из списка, добавить на рабочий стол, информация по сети, показывает сеть, и обратная связь. Дальше помощь. Manage Files, к этому немножко позже вернуть, что это такое. Это файлы, которые она будет записывать. Sleep. Это таймер, по которому камера будет засыпать. Если вы находитесь там вечером, ночью дома, то вам записывать в принципе это не нужно. Вы можете включать sleep режим. Это по сути камера выключается. Status Light. Это лампочка на морде камеры. Она может либо светиться, если она вас раздражает, то нет. Watermark – это печать. На изображении рисуется дата и время. Вот обратите внимание, оно рисуется по китайскому времени. То есть сейчас 18:42 и здесь рисуется 23:42 плюс 5 часов вот этого времени. Следующая опция Lens Distortion Corrections. Здесь исправляется бочкообразность. У камеры широкий угол у объектива и есть бочкообразность. Если сейчас его отключить, вот я отключил. Вот, сейчас оно должно перегрузиться. Зависла немножко картинка. Сейчас я попробую перезайти в плагин камеры. Камера маленько озадачилась переключением режима, и видите, тут изображение носит такой, как бы по краям выпуклый вид такой. Это дисторсия за счет широкого угла объектива. Если мы включим это назад, эту опцию, у нас оно программным путем, видите, выравнивается. Шторы были выпуклые, а теперь они здесь ровные. Ну, это уже кому как больше нравится. Следующая опция, это у нас говорит об использовании данных. То есть оно проигрывать видео автоматически, только если включен Wi-Fi. Дальше ночной режим переключать автоматически, можно его не включать, либо всегда держать включенным. Дальше вот эта вот опция Wide Dynamic Range Mode. Ну, тут есть пример, как оно без этого режима и с этим режимом. Включаем этот режим, чтобы было красивее. И сразу проверим, что там у нас. Ну так. Вроде как чуть помягче стало, я знаю. Вот. Дальше здесь мы можем перевернуть изображение, если нам камеру как-то надо так вот поставить. Следующая опция – это обнаружение движения. Мы ее включаем, а здесь мы ставим области, где его обнаруживать. Мы можем в некоторых областях нам обнаружение не нужно, в некоторых нужно. Здесь просто пальцем, например, ставим, что в центральной области у нас этот самый высокий уровень обнаружения, а здесь, например, нам вообще не интересно, есть там движение, нет этого движения, все равно. Вот, к примеру, так. Не суть важно, ставим так, как нам нужно. Вот. Дальше мы смотрим Records. Это у нас, если мы включаем эту опцию, если обнаруживается движение, тогда у нас будет идти запись. И дальше у нас настройки. NAS мы можем записывать данные на внешний хранитель данных, либо на SD-карту, которой пока нету. Сейчас я вставлю SD-карту и посмотрим, что же оно умеет. Итак, я вставил SD-карту, я не перегружал устройство, просто на ходу взял, вставил.
Вот оно показывает. Мы можем здесь ее отформатировать. Ну, в принципе, сейчас SD-карта пустая. И вот видно теперь здесь, что у нас внизу появился таймлайн, так называемый. Вот эта вот линия, она нам будет показывать, вот сейчас желтеньким показывать, что идет запись. Вот здесь время, причем время на таймлайне, как вы можете заметить, оно правильное, оно берет с телефона. Видите, сейчас 18:40, вот идет таймлайн, это живое. Здесь мы можем нажать на кнопку с датой и, соответственно, перекрутить нужное нам видео. Также у нас теперь в Manage Files появляется вот по датам вот такая вот сеточка. И мы в этой сеточке можем уже видеть, где у нас есть запись. В частности, вот сегодня, 8 августа, вот у нас в 6 часов, вот у нас уже есть какой-то записанный ролик, который мы можем посмотреть. Вот это идет сейчас в записи ролик. Оно пишет ролики по 1 минуте. Вот эти все ролики мы можем либо просмотреть, вот видите, либо скачать, либо удалить. Вот если нажать поддержать, вот edit. Немножко протупил интерфейс, потому что я пытался работать с роликом, который еще писался. Вот здесь можно тоже на нем нажать, он выделяется, можно либо удалить, либо скачать, либо сохранить его перманентно, то есть он будет с защитой от удаления. Вот. И вот, собственно говоря, ролик этот. Вот это записанный ролик. Вот мы можем так просматривать ролики. Ну и заодно вы можете оценить так более-менее качество съемки в помещении. И давайте я сейчас еще покажу пару роликов, которые у меня снимает моя старая камера. Например, съемки с освещением с инфракрасными диодами, там в темное время, в светлое время. И потом эти ролики я приведу в конце моего обзора, как пример съемки. Вот так выглядит таймлайн камеры, которая писала много. Вот, ну это я вот сейчас пришел, вот это она записывает, по движению все записывает. Здесь, соответственно, Manage File, есть все часы, когда была запись, утром, когда все собирались на работу, вечером, когда пришли. Здесь можно, например, просмотреть, как ездит робот-пылесос. Видите, камера сейчас работает в ночном режиме, потому что в комнате слабенькое изображение. И видно, как на роботе-пылесосе, вот он в правом нижнем углу ездит, вот светится как елка. Это его инфракрасные датчики. Камера видит этот инфракрасный свет, человеческому глазу он не виден. Так, ну, в принципе, вот такая у нее схема работы. Что у нее еще есть по настройкам? Так. Здесь я обещал показать. Вот. Здесь есть запись. Вот. Четвертая опция в разделе Motion Detection. Записывать все видео, когда камера будет детектировать движение в кадре. То есть камера снимает только тогда, когда обнаруживает движение. И по любому обнаруженному движению она делает ролик длительностью в 1 минуту. Этот ролик сохраняется на SD-карте, либо сохраняется на сетевом хранилище. В качестве сетевого хранилища может выступать вот либо NAS, либо вот как компьютер, просто сетевая шара. Может писать где-то на компьютер, на расшаренную папку эти видео. Ну, что еще можно добавить. У меня первая камера точно такая же, работает уже около месяца. Она мне нравится намного больше, чем вот эти вот стандартные кубики. Вот, действительно, как бы неплохое качество съемки. Вот сейчас я тут мимо нее пройду, прямо диктуя этот текст телефоном. Вот так вот оно все выглядит. И в любой момент, соответственно, можно определять, что там дома случилось, что нет. И если у вас установлена, например, SD-карта, вы можете по таймлайну или по файлам определить, когда было какое движение, что произошло. Ну и как я обещал, я сейчас скачаю с карточки пару роликов и добавлю в конец этого обзора пару роликов, чтобы вы могли оценить качество съемки этой камеры. И также еще немножко расскажу о технических параметрах этих роликов. Итак, структура папок на карте памяти, которую я достал из камеры Midja 1080p. В
корневом каталоге находится каталог Midge Record Video, внутри которого отсортированные по времени и дате создания папки. Имя папки состоит из года 2017, 08 это месяц, 08 число и 23 это час, но по китайскому времени. Здесь внутри находятся превьюшки, это JPEG маленькие, и, собственно говоря, сами ролики. Средний размер ролика размером 1 минуту примерно 8 мегабайт. Вот, они здесь все запускаются. Вот, это записи роликов, вот как я здесь хожу, к примеру. Вот, теперь посмотрим данные по этому ролику. Разрешение 1080 на 1920, канал моно и 20 кадров в секунду. Это для ролика, который снят при дневном освещении без ИК фильтра. И проверим, вот, например, ролик, который снимался. Вот робот-пылесос шумит. Вот он ездит. Это видео, которое снималось в, скажем так, ночное время с включенной ИК-подсветкой. Вот, сейчас проверим его свойства. То же самое, 15 кадров в секунду он пишет при опущенном ИК-фильтре и включенной ИК-подсветке. И сейчас я поставлю пару роликов, снятых при искусственном освещении и с ИК-подсветкой, для того, чтобы вы могли оценить качество видео, которое снимает эта камера. На этом все. Спасибо, что смотрели на мой обзор. Если у вас остались еще какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. До свидания. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее.